Урок 1. Покупка фруктов. Вам нужны еще фрукты. Как насчет бананов и винограда? Это звучит как отличная идея. Бананы идеальны для быстрого перекуса. Да, и виноград так освежает, особенно в теплые дни. Точно. Они также отлично подходят для добавления в салаты или десерты. Я люблю смешивать свежие фрукты для здорового завтрака. Я тоже. Давайте добавим их в наш список покупок. Определенно. Разнообразие фруктов. Всегда хороший выбор. Я позабочусь, чтобы мы не забыли их во время покупок. Урок 2. Навыки продаж. Я работаю в сфере продаж 3 года. Какие у вас есть навыки? Это отличный опыт. Я развил сильные коммуникативные навыки и навыки ведения переговоров. Это важно в продажах. Как вы справляетесь с трудными клиентами? Я стараюсь сохранять спокойствие и выслушивать их опасения, прежде чем предлагать решение. Это разумный подход. Понимание их точки зрения может действительно помочь. Точно. Я также ориентируюсь на построение долгосрочных отношений с клиентами. Да, отношения могут привести к повторным сделкам и рекомендациям. Абсолютно. Доверие является ключевым моментом в любом взаимодействии в сфере продаж. Я впечатлен. Давайте поделимся советами и стратегиями, которые помогут добиться успеха в продажах. Урок 3. Женское движение. Движение в странах Восточного блока, особенно в Советском Союзе и Восточной Германии, было значительным. Да, обе страны поощряли участие женщин в различных секторах. Точно. Это было частью их более широкой стратегии экономического развития. Я думаю, это потрясающе, как эта политика повлияла на роль женщин в обществе. Абсолютно. Женщины взяли на себя многие обязанности, которые традиционно выполняли мужчины. Да, и это дало им чувство силы и независимости. Это движение имело долгосрочные последствия не только в этих странах, но и во всем мире. Я согласен. Это проложило путь будущим поколениям к борьбе за свои права. Давайте подробнее обсудим влияние этого движения на современное общество. Урок 4. Величие Моцарта. Величие музыки Моцарта стало очевидным, когда ему было около 30 лет. Да, за это время он стал придворным композитором в Зальцбурге. Точно. Его сочинения в этот период были поистине замечательными. Я согласен. Он создал некоторые из своих самых известных произведений, таких как «Волшебная флейта». Да, и его способность сочетать различные музыкальные стили впечатляет. Абсолютно. Удивительно, как его музыка продолжает находить отклик у людей сегодня. Я думаю, что его творчество и талант опередили свое время. Определенно. Давайте узнаем больше о его жизни и влиянии на его музыку. Это звучит как замечательная идея. Мне не терпится узнать о нем больше. Урок 5. Модные стили. Звучат идеально. Я тоже слежу за этими стилями. Большой.
Всегда интересно открывать для себя новые модные тенденции. Да, мне нравится, как стили могут выражать нашу индивидуальность и настроение. Абсолютно. Правильный выбор одежды поможет нам чувствовать себя увереннее. Есть ли у вас какие-то конкретные стили, которые вы хотите попробовать? Я думаю о чем-то более повседневном, но шикарном для повседневной носки. Звучит стильно. Casual может быть одновременно удобным и модным. Точно. Давайте запланируем поход по магазинам в ближайшее время, чтобы найти новые вещи. Я с нетерпением жду этого. Совместный шопинг – это всегда весело. Урок 6. Сравнение вариантов. Давайте сравним и выберем лучший. Звучит как план. Нам следует тщательно оценить каждый вариант. Абсолютно. Важно учитывать как плюсы, так и минусы. Да, и думать о наших долгосрочных целях тоже важно. Это хороший момент. Принятие решений, которые соответствуют нашему видению, имеет решающее значение. Точно. Сравнив, мы сможем сделать более осознанный выбор. Я соберу всю необходимую информацию для анализа. Большой. Мне не терпится увидеть, что мы придумаем вместе. Это будет продуктивная дискуссия. Урок 7. Скидки на теле. Вы выбрали отдел в центре города. Да, я нашел отличный вариант, который предлагает скидки при раннем бронировании. Это звучит идеально. Жить в центре города очень удобно. Абсолютно. Это облегчает изучение всех близлежащих достопримечательностей. Кроме того, большим плюсом является близость к ресторанам и магазинам. Да, и мы можем сэкономить время, путешествуя туда и обратно. Мне нравится эта идея. Вы проверили, есть ли у них специальные предложения. Я сделал. У них есть пакет, включающий завтрак и бесплатный Wi-Fi. Это фантастическая сделка. Включенный завтрак – это всегда выигрыш. Урок 8. Жизненные советы. Моя мама всегда дает мне советы. Например, если ты делаешь плохие вещи, то плохие вещи к тебе вернутся. Это мудрое высказывание. Это отражает идею кармы, не так ли? Точно. Она верит, что нужно хорошо относиться к другим, чтобы получить взамен добро. Это ценный урок. Это поощряет доброту и сочувствие. Да, и я считаю, что это действительно влияет на то, как я взаимодействую с людьми. Я думаю, что важно жить по этим принципам. Они создают лучшую окружающую среду. Абсолютно. Советы моей матери повлияли на многие мои решения. Очень приятно иметь такое руководство в жизни. Что еще она говорит? Она часто напоминает мне, что нужно подумать, прежде чем действовать, и это спасло меня от неприятностей. Урок 9. Исторические движения. Движение в странах Восточного блока, особенно в Советском Союзе и Восточной Германии, было весьма влиятельным. Да, оба поощряли участие женщин в рабочей силе и образовании. Точно. Это было время, когда женщины начали играть более важную роль в обществе. Мне кажется удивительным,
как эти движения повлияли на дискуссии о гендерном равенстве? Да, это создало основу для будущего прогресса в области прав женщин. Я согласен. Понимание этой истории помогает нам оценить текущий прогресс. Абсолютно. Мы можем многому научиться из борьбы и успехов той эпохи. Я думаю, что сегодня важно продолжать выступать за равенство. Давайте узнаем больше о том, как эти движения повлияли на мир. Урок 10. Радость домашних животных. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько радости могут принести домашние животные в нашу жизнь? Абсолютно. Они действительно становятся частью наших семей и повседневной жизни. Это дружеское общение, которое они предлагают, не иметь себе равных и часто поднимает настроение. Я согласен. Простое наблюдение за их игрой может мгновенно улучшить наше настроение. Удивительно, как они могут чувствовать наши чувства и утешать нас. Точно. Домашние животные обладают уникальным способом проявления безусловной любви. Я думаю, что домашние животные также может преподать нам важные жизненные уроки. Определенно. Они учат нас ответственности и сочувствию. Давайте поговорим подробнее о типах домашних животных, которых люди выбирают и почему. Урок 11. Найдите то, что подходит. Эти туфли подошли лучше, чем предыдущая пара, которую я примеряла. Приятно это слышать. Что они чувствуют, когда ходят по магазину, чтобы проверить их? Они чувствуют себя комфортно и поддерживают меня, а это именно то, что мне нужно. Это важно. Комфорт — это ключ к успеху, особенно если вы будете носить их в течение длительного времени. Абсолютно. Мне нужна обувь, которая не повредит мои ноги через несколько часов. Да, и неплохо бы немного прогуляться по магазину, чтобы убедиться в их правоте. Конечно, я всегда стараюсь их опробовать перед покупкой. Умный выбор. Вы хотите избежать каких-либо сюрпризов в дальнейшем. Давайте найдем еще несколько стилей для сравнения и выберем лучший. Урок 12. Исторический переход. Интересно посмотреть, как произошел этот переход. Да, даже в очень ранние времена король Англии имел значительное влияние. Точно. Его решения часто определяли жизнь многих людей. Я думаю, интересно наблюдать, как с годами изменилась динамика власти. Абсолютно. Понимание этих исторических сдвигов может обеспечить контекст сегодняшнего дня. Да, это помогает нам оценить, как далеко мы продвинулись как общество. Давайте подробнее рассмотрим различные факторы, которые способствовали этим изменениям. Это звучит великолепно. Каждая эпоха имеет свои уникальные проблемы и победы. Я рад глубже погрузиться в эту тему вместе с вами. Урок 13. Очарование разума. Меня всегда восхищали человеческий разум и поведение. Это интригующе. Психология предлагает так много идей о том, почему мы действуем именно так. Точно. Понимание наших мыслей и чувств может привести к личностному росту. Да, и это также помогает нам ориентироваться в наших отношениях с другими. Я верю, что изучение различных теорий может многое рассказать о нас самих. Абсолютно. Каждая теория предлагает уникальный взгляд на человеческое поведение.
Давайте обсудим некоторые ключевые концепции, которые повлияли на психологию. Звучит идеально. Мне нравится узнавать, как работает наш разум. Я с нетерпением жду нашего разговора на эту интересную тему. Урок 14. Наличие билетов. Я проверю на сайте кинотеатра наличие билетов. Это хорошая идея. Всегда лучше подтвердить, прежде чем строить планы. Точно. Я бы не хотел приехать и узнать, что мест не осталось. Да, особенно для популярных фильмов. Они могут быстро распродаться. Я также поищу время сеансов, которое соответствует нашему графику. Большой. Приятно спланировать все заранее, чтобы все прошло гладко. Я буду держать вас в курсе того, что узнаю. Идеальный. Я с нетерпением жду возможности посмотреть фильм вместе. Это будет фантастическая прогулка. Урок 15. Хранение ценностей в безопасности. Я также беспокоюсь о том, что могу потерять свой телефон или бумажник, когда выхожу из дома. Это понятно. Хранение их в переднем кармане может помочь. Да, это делает их более безопасными и доступными. Я согласен. Использование сумки через плечо также может быть хорошим вариантом. Точно. Он сохраняет все под рукой и сводит к минимуму риск кражи. К тому же это удобнее, чем носить с собой громоздкий рюкзак. Да, и это обеспечивает быстрый доступ к самому необходимому, когда это необходимо. Давайте позаботимся о том, чтобы сохранять бдительность, пока мы в пути. Определенно. Осознание того, что нас окружает, является ключом к обеспечению безопасности. Урок 16. Интересы Франклина. Полиграфический бизнес Франклина был очень успешным, но он также очень интересовался наукой. Да, его любопытство привело его к нескольким важным открытиям. Точно. Он был не просто бизнесменом, он был настоящим новатором. Я думаю, вдохновляет то, как он сбалансировал бизнес и науку. Абсолютно. Его изобретения, такие как громоотвод, оказали значительное влияние. Да, и его вклад в общественное здравоохранение тоже был замечательным. Это показывает, что страсть к знаниям может привести к большим достижениям. Я согласен. Давайте узнаем больше о его жизни и различных интересах. Это звучит фантастически. Я очень рад узнать больше о Франклине. Урок 17. Организация идей. Это умный способ держать вещи в порядке. Как насчет цветов? Использование разных цветов может помочь эффективно классифицировать информацию. Точно. Это позволяет быстро найти то, что вам нужно. Кроме того, он добавляет визуальный элемент, который может сделать обучение более приятным. Да, и это также может помочь улучшить сохранение памяти. Я думаю, что красочная система может стимулировать творческий подход во время работы. Абсолютно. Давайте поразмышляем над некоторыми идеями для организации наших проектов. Звучит великолепно. Мне нравится сотрудничать в области планирования и дизайна. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что мы придумаем вместе. Урок 18. Успешный поход за покупками. Удачного похода по магазинам сегодня. Я тоже.
Всегда приятно иметь партнера во время шопинга. Абсолютно. Это делает этот опыт намного приятнее. Да, и мы можем помочь друг другу выбрать лучшие вещи. Точно. Наличие второго мнения может быть действительно ценным. Кроме того, мы можем поделиться советами по поиску выгодных предложений. Мне нравится эта идея. Вместе весело находить скрытые сокровища. Давайте составим список того, что мы хотим найти. Отличный план. Мне не терпится увидеть, что мы обнаружим сегодня. Урок 19. Проверка информации. Пожалуйста, проверьте еще раз. Я перепроверю, но, возможно, они что-то упустили из виду. Это хорошая идея. Всегда лучше проверять информацию. Да, обеспечение точности может уберечь нас от потенциальных проблем в дальнейшем. Точно. Прежде чем двигаться вперед, важно иметь достоверную информацию. Я свяжусь с вами, чтобы все подтвердить и держать вас в курсе. Большой. Общение является ключевым моментом в таких ситуациях. Я ценю ваше усердие в помощи в этом процессе. Конечно. Мы команда, и я хочу, чтобы все прошло гладко. Давайте продолжим работать вместе, чтобы решить эту проблему. Урок 20. Хэллоуинские приключения. Я побывал во многих домах и собрал много конфет. Это похоже на веселое приключение на Хэллоуин. Был ли у вас любимый дом, который вы хотели посетить? Да, тот, что с жуткими украшениями, был лучшим. Я люблю их. Они действительно создают настроение для кошелек или жизнь. Абсолютно. Атмосфера делает его еще более захватывающим. Вы тоже наряжались в костюм, собирая конфеты? Конечно. В этом году я был пиратом, и это было очень весело. Это звучит потрясающе. Представляю, сколько конфет ты, должно быть, собрал. Да, это была замечательная ночь, полная смеха и волнения. Урок 21. Местная культура. Определенно. Это отличный способ познакомиться с местной культурой. Я полностью согласен. Общение с местными жителями дает вам другую точку зрения. Вы когда-нибудь участвовали в культурном мероприятии во время путешествия? Да, я посетил традиционный фестиваль в Таиланде, и это было незабываемо. Это звучит невероятно. Какая часть фестиваля вам понравилась больше всего? Еда была восхитительной, а танцевальные представления завораживали. Мне бы хотелось это испытать. Это такой яркий способ погрузиться в себя. Абсолютно. В каждом месте есть свои уникальные традиции, которые стоит открыть для себя. Давайте поставим перед собой задачу находить местные события во время наших путешествий. Урок 22. Планирование поездки. Это действительно зависит от того, чем вы хотите заняться во время поездки. Это правда. Некоторые люди предпочитают отдых, а другие ищут приключений. Точно. Мне нравится сочетание того и другого. Это делает вещи интересными. То же самое. Небольшое расслабление поможет зарядиться энергией для следующего приключения. Какие мероприятия вы обычно учитываете при планировании? Я люблю исследовать местные рынки и пробовать новые продукты.
Это отличный способ прикоснуться к культуре. Мне нравится активный отдых на свежем воздухе. Походы и осмотр достопримечательностей всегда на первом месте в моем списке. Давайте спланируем поездку, которая будет включать в себя оба наших интереса. Урок 23. Средний размер. Я слышал, что у них отличные отзывы. Стоит ли нам попробовать? Конечно. Давайте обязательно попробуем. Это звучит популярно. Должны ли мы получить средний размер, чтобы поделиться? Я думаю, это хорошая идея. Всегда интересно попробовать разные вкусы. Кроме того, мы можем оставить немного на потом, если не сможем закончить все. Точно. Я люблю места, где есть из чего выбрать. Это делает процесс более приятным, когда вы можете попробовать разные вещи. Да, я волнуюсь, просто думая обо всех вкусах, которые мы можем попробовать. Тогда давайте пойдем на это. Не могу дождаться, чтобы попробовать это. Урок 24. Бронирование проживания. Да, я подумывал о бронировании нашего жилья. Это всегда немного сложно, особенно с таким большим количеством доступных вариантов. Абсолютно. Я хочу найти что-то удобное, но доступное. Хорошая идея. Я также надеюсь, что это удобное место для осмотра достопримечательностей. Я нашел пару мест, которые кажутся многообещающими. Хочешь посмотреть на них вместе? Да, давайте сделаем это. Мне бы хотелось услышать ваши мысли о них. Большой. Думаю, мы сможем найти идеальное место для нашей поездки. Я уверен, что так и будет. Просто нужно немного планирования. Точно. Когда мы окажемся там, все будет того стоить. Урок 25. Возможности для бизнеса. Есть ли какие-нибудь интересные возможности для бизнеса в последнее время? На самом деле, да, мне пришла в голову уникальная идея, которая кажется многообещающей. Действительно, я хотел бы услышать об этом. Какова концепция? Это подписка на экологически чистые продукты. Люди сейчас действительно заинтересованы в устойчивом развитии. Это звучит фантастически. Думаю, многие оценят такую услугу. Точно. Это помогает потребителям сделать лучший выбор в отношении окружающей среды. Я вижу, что он быстро набирает популярность. Вы не думали о том, чтобы начать это делать? Я обдумываю это. Мне нужно больше исследовать и тщательно планировать. Если да, то я буду рад помочь, чем смогу. Урок 26. Преодоление неловкости. Я правда чувствую себя неловко и нервничаю, но скажи «да». Мы выходим в центр спортзала и просто пробуем. Я знаю, просто все кажутся такими опытными. Это нормально. Так чувствовать. Каждый с чего-то начинает, верно? Истинный. Мне просто нужно сосредоточиться на том, чтобы получать удовольствие и не беспокоиться о других. Точно. Давайте подбодриваем друг друга и извлекаем из этого максимум пользы. Это похоже на план. Я постараюсь сохранять позитивный настрой. А я буду рядом с вами, подбадривать вас. Спасибо. Я чувствую себя немного лучше, зная, что я не одинок. Урок 27. Завтрак и упражнения. Да, я обычно ем хлопья на завтрак.
У тебя было время на зарядку этим утром. Нет, я сегодня немного опоздал. Это понятно. Иногда утро может быть беспокойным. Регулярно ли вы уделяете время физическим упражнениям? Я стараюсь. Это помогает мне оставаться энергичным в течение дня. Замечательно. Мне нужно найти способ лучше вписать это в свой распорядок дня. Возможно, мы сможем мотивировать друг друга придерживаться графика. Мне нравится эта идея. Вместе было бы веселее работать. Урок 28. Глобальная связь. Это захватывающе. Задумывались ли вы об использовании международной SIM-карты в своих путешествиях? У меня действительно есть. Кажется, это отличный способ оставаться на связи без огромных комиссий. Точно. Вы можете совершать звонки и использовать данные как дома. Это действительно упрощает общение. Кроме того, вам не придется искать Wi-Fi везде, куда бы вы ни пошли. Это может быть такой проблемой. Верно. А если вы заблудились, наличие данных на вашем телефоне действительно может спасти ситуацию. Представьте себе возможность доступа к картам и местной информации в любое время. Это бесценно. Это также позволяет вам мгновенно поделиться своими впечатлениями с друзьями и семьей. Абсолютно. Мне нравится идея держать всех в курсе моих приключений. Вы также можете использовать социальные сети, не беспокоясь о дополнительных расходах. Урок 29. Кулинарное предпочтение. Все выглядит так хорошо. Я не могу решить, что заказать. Как насчет того, чтобы попробовать местное блюдо? Это звучит как фантастическая идея. Местная еда всегда дает вам представление о культуре. Точно. Это лучший способ познакомиться с новым местом через его вкусы. Кроме того, мы можем поделиться блюдами и попробовать всего понемногу. Таким образом, мы не пропустим. Мне нравится такой подход. Это делает трапезу более интересной и интересной. И кто знает, возможно, мы вместе откроем для себя новое любимое блюдо. Интересно подумать о том разнообразии, которое мы могли бы попробовать. К чему вы склоняетесь? Меня интересуют варианты морепродуктов. Свежий улов из местных вод должен быть невероятным. Абсолютно. Могу поспорить, что он приготовлен так, как мы никогда раньше не пробовали. Урок 30. Встроенные возможности подключения. Wi-Fi на борту. Да, в поезде был бесплатный Wi-Fi, так что я мог заниматься работой во время поездки. Это такая удобная функция. Это делает дальние поездки намного продуктивнее. Я полностью согласен. Мне удалось отправить важные электронные письма и даже закончить презентацию. Вау, это впечатляет. Обычно я просто читаю или слушаю музыку в поездках. Это тоже отличные варианты, но наличие Wi-Fi действительно открывает новые возможности. Определенно. Я также мог бы обновить свой блог о путешествиях, наслаждаясь живописными видами. Это звучит как идеальное сочетание работы и отдыха. Как вам все это удалось? Я просто рассчитывал свою работу вокруг самых красивых пейзажей. Это было вдохновляюще. Это умный ход. Важно сбалансировать продуктивность и удовольствие. Урок 31. Решение по декорированию дома.
Качественная обивка необходима для любого жилого помещения. Как насчет размера? Моя гостиная довольно просторная. Замечательно. Тогда вы действительно сможете смело выбирать мебель. Точно. Я подумываю о большой секции, в которой можно будет с комфортом разместить гостей. Секция. Отличная идея. Это способствует разговору и расслаблению. Кроме того, проверенная обивка может улучшить эстетику всей комнаты. Абсолютно. Текстура и цвет могут полностью изменить атмосферу вашей гостиной. Мне нужно что-то прочное, настильное, что-то, что прослужит долгие годы. Это мудро. Качественные изделия могут быть инвестицией, но они окупятся в долгосрочной перспективе. Я с нетерпением жду возможности изучить различные ткани и цвета, чтобы найти идеальное сочетание. Урок 32. Планирование будущего. Я считаю, что пятилетний срок был бы идеальным. Это обеспечивает нам стабильность и рост. Это имеет смысл. Пятилетний план дает время приспособиться и развернуться, если это необходимо. Точно. Мы можем ставить перед собой реалистичные цели и оценивать прогресс на этом пути. Кроме того, это дает нам график работы, что может быть мотивирующим. Мне нравится идея отмечать вехи по мере их достижения. Эти празднования действительно могут поднять моральный дух и стимулировать дальнейшие усилия. И если мы столкнемся с проблемами, у нас будет прочная основа для дальнейшего развития. Абсолютно. Все дело в том, чтобы адаптироваться, не упуская из виду приз. Я настроен оптимистично в отношении направления, в котором мы движемся. Давайте реализуем этот план. Урок 33. Историческая рефлексия. Мои соотечественники, сейчас мы пережили 10 лет после середины столетия, ставшего свидетелем 4 значительных перемен. Да, важно задуматься о том, как далеко мы продвинулись и с какими проблемами столкнулись. Абсолютно. Эти события сформировали нашу идентичность и ценности. Я думаю, что очень важно извлечь уроки из нашей истории, чтобы построить лучшее будущее. Да, понимание прошлого помогает нам ценить настоящее. Давайте продолжим дискуссию о нашей истории и ее влиянии. Мне бы это понравилось. Очень важно поддерживать эти разговоры. Да, обмен мнениями может обогатить наше понимание. Мне не терпится узнать больше о нашей общей истории. Урок 34. Поврежденная доставка. Добрый день. Чем я могу помочь вам сегодня? Здравствуйте. Я получила свой заказ, но, к сожалению, он пришел поврежденным. Мне очень жаль это слышать. Можете ли вы рассказать мне больше об этой проблеме? Ну, заказанная мной ваза разбилась, когда я открыл посылку. Это расстраивает. Мы обязательно исправимся. Хотите замену? Да, пожалуйста. Мне очень понравился этот дизайн, и я хочу его для своего дома. Никаких проблем. Я организую новую отправку немедленно. Спасибо. Я ценю ваш быстрый ответ на этот вопрос. Не за что. Удовлетворение потребностей клиентов является нашим главным приоритетом.